Всем привет! Вы на канале Bookhouse, меня зовут Костя, и сегодня я хочу рассказать вам о том, что я прочитал не так давно, ну и о том, что я читаю сейчас. Все-таки формат, который я делал раньше, отзывы на книги, я продолжаю делать, я продолжаю писать отзывы, но пока не знаю, куда их выкладывать, потому что выкладывать их в Telegram, ну, как-то мне не особо нравится, хотя я, наверное, буду по чуть-чуть их выкладывать. Просто писать большой пост в Telegram, ну, никто не читает. Да, Telegram у нас сейчас платформа, где хочется просто зайти, там, 3 предложения быстро прочитать, главную мысль какую для себя найти, и все. Вот, поэтому, ну, если кому-то интересно будет большие отзывы читать на книги, то, конечно, я их буду выкладывать. Плюс, возможно, если Telegram начнет у меня развиваться, я туда буду что-то выкладывать и из своего старого профиля, какие-то отзывы. Ну и, конечно, расскажите, как вы выходите из этой ситуации, если вы вели книжный блог, писали отзывы, выкладывали их, и что делаете теперь. А мы давайте начнем смотреть новое видео. И первая книга, которую я прочитал не так давно, это было знакомство с автором. Это произведение, которое называется «Милый друг», автор Ги де Мопассан. Друзья, я очень много раз встречал эту книгу на просторах интернета. Я не знаю, почему я ее откладывал, но хорошо, что я все-таки ее прочитал. Это просто потрясающее произведение. Хотя тема, которая здесь поднята, и поведение главного героя оставляют желать лучшего, если, наверное, мягко говорить. Главный герой здесь у нас это Жорж Дюруа. Он очень таких, наверное, острых взглядов на жизнь. Про моральные качества он, по-моему, вообще ничего не слышал. Это человек, который не имеет высокого положения в обществе, но питает тягу к власти, а именно к такой к власти, знаете, над людьми другими, но в то же время ему еще хочется быть выше всех остальных. То есть, чтобы его прилюдно как бы воспринимали как такого великого человека. Но на данный момент, я имею в виду начало книги, он, конечно, ничего из себя не представляет. И единственным способом, которым он считает может достичь каких-то высот, это любовные связи с женщинами. Причем с замужними. В общем, там полный трэш. Здесь у нас главный герой просто все сметает на своем пути, не считаясь ни с чьими принципами. Он разрушает чужие семьи, он разрушает чужие жизни, вступает также в интимные связи только ради своей выгоды. С женщинами он из-за своего такого обольщения, ну и, наверное, красоты, он овладевает женщинами просто на раз-два, но он семимильными шагами просто движется к этой вершине своего карьерного пути. Знаете, что здесь такой для меня спорный момент, да, мне очень понравилась эта книга, но поступки героя, конечно, просто нечего мне сказать насчет этого, потому что, ну, они вызывают, по сути, просто огромный шквал негатива, потому что указывают на явное отсутствие морали у главного героя. Но все-таки я считаю, что Ги де Мопассан, ну, просто мастер, он великолепно написал эту историю и придумал вот эту всю, так скажем, сюжетную линию. Здесь у нас главный герой, он лгун, циник, он предатель. Ему вообще не важно, кто о нем что там подумал когда-то. Ему важно только здесь и сейчас. И если ради того, чтобы подняться, ему нужно будет там сделать какой-то гнусный поступок, без проблем. Он уже его сделал. Но, наверное, как раз вот здесь, через главного героя, автор и учит нас каким-то моральным, фундаментальным основам. Он нам показывает, что да, люди все разные, бывают даже вот такие, но необходимо, как бы, мне кажется, автор нам говорит, необходимо различать людей между собой. И как бы трудно вам в жизни не было, нужно все равно сохранять хотя бы частичку морали. То есть нельзя безнравственно падать вот так низко. И еще, наверное, автор нам говорит о том, что, ну ладно, если ты такой жестокий по отношению к себе, да, если ты для себя как бы не ощущаешь того вреда, который ты наносишь, ну тогда хотя бы с окружающими веди себя достойно, а не просто как вот такое низкое
существо, наверное, вот как-то так. То есть здесь главный герой реально, вот, наверное, таких слов заслуживает. Но в то же время им можно и восхищаться. Да, им реально можно восхищаться. То есть как он идет к своей цели и на что он способен ради этого. Это реально очень сильная книга. Я всем советую ее прочитать. И вторая книга, которую я прочитал, то есть я просто выбрал так случайным образом, по сути, две последние книги. Если сейчас этот формат нормально зайдет, люди будут смотреть, вы будете комментировать, да, ну, вам понравится, в общем, то я продолжу делать такие ролики, да, рассказывать о том, что я прочитал и что читаю сейчас. Так вот, следующая книга, это новинка, прям только-только вышла в России, книга Джона Марса, которая называется «Носители». И знаете, начать рассказ об этой книге я бы хотел с фразы Джорджа Оруэлла, который сказал в романе 1984 такую фразу. Она, кстати, и на первой странице как раз здесь у Джона Марса и написано. Если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя. И именно об этом мы и будем читать с вами книгу Джона Марса. Завязка в этой книге следующая. Современные технологии шагнули далеко вперед, да, высокотехнологическое оборудование и тому подобное. Плюс давным-давно, уже десятилетия назад прошла эпидемия коронавируса. В общем, вы понимаете, да, что здесь события уже далеко вперед идут. Я, кстати, пытался как-то для себя подметить, может быть, я пропустил, но я не понял, в каком все-таки времени повествование ведется. То ли это ближайшее будущее, ну якобы там 2040 год, либо же это все-таки прям несколько столетий вперед. Непонятно. Но, наверное, все-таки это примерно там конец 21 века. Ну, я так думаю. Необходимость защиты информации просто дошла до предела. Ну и, конечно же, необходимо охранять какие-то важные государственные тайны. Ведь в наше время, да, уже по сути сейчас, информация имеет очень важное значение и, по сути, можно назвать этот период как власть информации, потому что информация реально завладевает уже умами людей и, по сути, управляет нами. Нынешние события как раз тому подтверждение, да, как информация влияет на мировоззрение людей. Надеюсь, вы поняли завязку этой книги, и я, конечно, должен сказать, что опять остался в восторге от книги Джона Марса, как и другие его произведения, которые я уже прочитал. Эта книга не оставила меня равнодушным. Наверное, ее, кстати, тоже можно отнести к жанру антиутопии, ведь вся информация, которая есть у государства, да, важные тайны, заговоры, какие-то убийства для того, чтобы кто-то не раскрыл рот и не сказал какую-то информацию. Всю вот эту информацию доверили нейроносителям, то есть людям. Люди должны хранить эту информацию. Не переживайте, это не спойлер, вы эту информацию читаете либо в аннотации, либо там на первых страницах, поэтому это не спойлер. Самое интересное как раз произойдет после этого. Также хочется сказать, что вот эта книга является, по-моему, продолжением не только бестселлера, как здесь написано, единственный, но еще и книги «Пассажиры», тоже Джона Марса. Потому что, ну, во-первых, в этой книге автор очень так легко набрасывает нам какие-то отсылки к предыдущим книгам. Например, ну ладно, согласен, книги единственные, здесь реально много отсылок именно на ДНК-пару. Здесь прям такой акцент серьезный сделан. Плюс здесь даже есть упоминание некоторых героев из прошлых книг. Ну и про книгу «Пассажиры» все-таки тоже здесь нам автор говорит, что недавно случилось вот такое, что машины с искусственным интеллектом завладели людьми и начали управляться каким-то хакерским сообществом. Ну и в целом, реально, если так посмотреть, то эта книга прям, ну, продолжает эту историю, то есть идя, ну, по сути, по времени прям дальше и дальше и дальше. Помимо этого, в самой книге Джон Марс, как и в других своих книгах, очень ловко расставляет сюжетные ловушки, да, он нам дает какую-то затравку, и просто резко такой обрывает все и говорит, что давайте-ка вы про другого персонажа почитаете, страниц там 10-15, только потом вы узнаете, что будет с этим. Причем, когда вы уже прочитаете 10 страниц следующего персонажа, вам уже станет интересно, что же с ним будет. То есть там, опять же, главы разбиты на персонажей, как и, по-моему, во всех его книгах. То есть там идет, допустим, там Миша, Антон, там
Саша и так далее. И так по главам, они прям чередуются все. И это интересно читать, потому что ты постоянно в таком ожидании развязки. Но развязка, я вам скажу честно, будет здесь прям в самом конце почти. То есть, опять же, да, Джон Марс не оставил нам никаких серьезных подсказок, чтобы мы догадались сами, но в то же время написал книгу так, чтобы мы не утратили интерес в середине книги. Так что, друзья, я всем советую эту книгу. Согласен, цена кусается, но, в принципе, если у вас есть возможность, вы можете написать мне в Телеграме. У меня есть каналы с электронными книгами. В общем, могу подсказать, как можно решить эту проблему, если вы хотите прочитать в электронном виде. О прочитанном мы поговорили, и теперь я бы вам хотел, прям коротко рассказать о том, что я читаю. Я не сильно много прочитал в этих книгах, я читаю сейчас сразу 2 книги. Правда, одну, наверное, я буду очень долго читать, а именно книгу Эриха Фромма «Бегство от свободы». По сути, да, это философские и всякие психологические размышления о том, почему же все-таки люди, да, которым вот в 20 веке, там уже, или даже пусть можем проецировать это на наше время, людям дали свободу, да, то есть демократия, дали возможность как-то выражать свои мысли, но в то же время люди бегут от этой свободы. Да, почему человек всегда желает, чтобы им управляли? По большей части, да, почти все люди. По сути, все делятся на 2 категории, да, либо те, кто хочет свергнуть власть и говорит, что вот мы хотим демократию, да, чтобы все были равны. Но по факту что мы видим? При таком исходе мы на выходе получаем потом тех же людей, борцов за свободу, которые будут править, да, то есть они будут власть в руках держать. И опять же никакой свободы не будет. Так вот, здесь как раз Эрих Фромм пытается вот разобраться в этих моментах, конечно, донести до читателя, пока у него получается довольно неплохо. Я прочитал, правда, совсем мало, 1 главу, но мне все-таки стало интересно. Реально он вроде не сильно так заумным языком рассказывает об этом и пытается как-то размышлять. Здесь, как вы понимаете, это чисто, наверное, нон-фикшн, потому что здесь никаких диалогов, просто текст, да, как учебник. По сути, здесь просто идут мысли, мысли, мысли. Плюс здесь Эрих Фромм дает отсылки к труду Зигмунда Фрейда, что тоже интересно, да, ведь Зигмунд Фрейд считал как раз то, что человеком управляет по большей части его подсознание, да, то есть сам человек редко принимает какие-то решения, и все такие важные моменты жизни определяются как раз-таки импульсивно подсознанием. Вообще эта вся тема довольно интересная. Конечно, мне в ней очень тяжело разобраться. Приходится прям читать, вдумываться очень сильно. Но какие-то положительные моменты в этом есть. Я думаю, что такая информация, она в принципе лишней не будет. И в целом это возможность поразмышлять на вот эту тему, да, почему же люди себя так ведут. Ведь реально, мне кажется, это правда, да, ведь что мы все как бы хотим свободы, но в то же время мы не всегда ее хотим. Да, иногда нам хочется, чтобы нам просто сказали, ты сделал вот это, сделал вот это, сделал вот это. Например, да, там, не знаю, про работу или про какие-то просто взаимоотношения. То есть мы сами как-то решения не всегда прям с таким рвением принимаем. В общем, вот такие пока у меня эмоции от прочтения этой книги. Если читали, делитесь своими мыслями по этому поводу. И вторая книга, которую я сейчас читаю, это произведение русского классика Ивана Гончарова, которое называется «Обломов». Да, это та самая обломовщина, которая стала таким, наверное, нарекательным уже словом. Да, обломовщина — это состояние ничего не делания, состояние безделья, когда ты целый день лежишь на кровати, ты никуда не хочешь вставать, ты говоришь, что я не хочу там умываться, вставать, зачем мне это надо, зачем мне умываться, если я опять потом испачкаюсь, и мне надо будет опять умываться. Да? Но только если ты не пойдешь умываться и испачкаешься, то ты потом опять то же самое скажешь. Короче, это вот такой абсурд. Пока что, я где-то чуть меньше 3 книги прочитал. Я уже познакомился с главным героем, которого зовут Илья Ильич Обломов, который живет в Обломовке, да, с его слугой Захаром, который, в принципе, таких же взглядов придерживается, как и Илья Ильич, который ничего не хочет делать, он не хочет никуда выходить, и он хочет только получать деньги, короче,
Ну и чтобы все шло само собой. А он так просто дома отдыхал. Хотя, что я тоже уже узнал, когда-то давно Илья Ильич хотел работать, хотел там подниматься по карьерной лестнице, но что-то у него не задалось. И вот он оказался на таком распутье и выбрал путь, ну, как мне кажется, немного не туда. Хотя я думаю, что здесь все-таки больше такая глобальная тема поднята, да, именно вот лень в людях. Наверное, вот это хотел нам Гончаров сказать, что все-таки, ну, наверное, лениться это не очень-то хорошо, да, потому что движение это жизнь, и пока вы двигаетесь, вы живете. Да, это, конечно, было прям очень изречение сейчас сильное, но хоть это и банально, но это так. Так вот, наверное, все-таки посыл именно как раз в этом и заключается. Да, давайте будем работать, давайте будем там, развиваться как-то, реализовывать свои амбиции, но никак не быть такими вот обломовыми. Это видео вышло не таким большим. Я бы хотел, чтобы вы мне написали о том, нравится ли вам такой формат, интересно ли вам вообще слушать как бы такие видеоотзывы о книгах. Я стараюсь их делать без спойлеров. Ну и, конечно, рассказывать как бы о своей такой читательской жизни, да, что я читаю сейчас, ну и делюсь по ходу чтения своими эмоциями. Надеюсь, вам было приятно посмотреть это видео. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео, а также поставить лайк. До новых встреч!